Албания – одно из самых интересных и при этом все еще сравнительно недорогих направлений в Европе. В этом видео южное побережье вокруг Химары, Голубой глаз и Гирокастра – один из самых красивых городов страны. Если остановиться в Химаре, отсюда удобно исследовать все побережье вокруг. Некоторые пляжи доступны пешком, до других проще доехать на машине, такси или скутере. Ливадия и Ламани – одни из самых красивых пляжей рядом с городом. Дорога вдоль побережья – уже отдельная часть путешествия. Здесь много мест, где хочется остановиться просто ради вида. Одно из них – Порто-Палермо – небольшая бухта, крепость и очень красивое море. Старая Химара, Олд Химара, находится высоко над современным курортом. Сюда поднимаются ради панорам, старых каменных улиц и древних церквей. Главная историческая часть – Химара Кастл, старое укрепленное поселение, существовавшее еще в античные времена. Позже здесь были византийцы и османы, поэтому Олд Химара совсем не похожа на обычную туристическую деревню. Внутри крепости сохранились несколько православных церквей. Одна из самых заметных – Церковь Всех Святых, построенная в византийской традиции. Именно такие детали делают Олд Химара интересной. Не музей, а настоящее старое балканское поселение, где история смешивается с обычной жизнью. Летом сюда лучше подниматься утром или ближе к вечеру. Днем на каменных улицах очень жарко. Пляж Филикурит – уже более дикий вариант. Сюда лучше идти, точнее спускаться, в удобной обуви и без спешки. Тропы местами каменистые и опасные. Химара удобна тем, что здесь можно жить без большого бюджета и ездить по разным точкам побережья. Из Тираны сюда ходят автобусы и шаттлы, но расписание лучше проверять заранее. Без машины отдыхать здесь можно, но для дальних пляжей удобнее брать такси или скутер. И, пожалуй, лучшее в Албании – это ощущение простоты. Здесь не все идеально организовано, зато остается чувство настоящего путешествия. Следующая точка – Голубой глаз, Blue Eye, знаменитый природный источник между Сарандой и Гирокастрой. Если ехать без машины, важно заранее продумать обратную дорогу. Транспорт здесь не всегда удобный, а рейсов немного. На практике я пытался на дороге поймать машину, к сожалению, никто не остановился. Сам источник очень необычный. Прозрачная ледяная вода и насыщенный синий цвет, из-за которого место и получило название «Голубой глаз». Летом туристов здесь довольно много, поэтому лучше приезжать утром. Купаться не разрешается в источнике, но много туристов во время жары с удовольствием ныряют сюда.
Гирокастра – один из самых интересных городов Албании и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Город известен каменными крышами, домами османского периода и крутыми улицами. Если ехать сюда из Химары без машины, лучше заранее проверить транспорт. Прямых рейсов немного. На машине удобнее совместить Гирокастру и Blue Eye за один день. По самому городу лучше гулять пешком без строгого плана. Старый базар, каменные лестницы, маленькие кафе и смотровые точки здесь интереснее, чем отдельные музеи. Для прогулок по Гирокастре нужна удобная обувь. Улицы крутые и выложены камнем. Летом здесь очень жарко, поэтому лучше приезжать утром или оставаться до вечера. Если есть возможность, стоит провести здесь хотя бы одну ночь. Вечером старый город выглядит совсем по-другому. Главная достопримечательность города – это крепость Гирокастры, одна из крупнейших крепостей на Балканах. В нынешнем виде ее в основном перестраивали в османский период, хотя укрепления на этом месте существовали намного раньше. Попасть внутрь можно прямо из старого города. От базара дорога идет вверх пешком примерно 10-15 минут. Вход платный, билеты покупаются у входа в крепость. Внутри стены, башни, старые помещения, панорамные точки над долиной и даже американский самолет времен Холодной войны выставлены как музейный экспонат. Албания не самое идеально организованное направление для отдыха, но именно поэтому здесь все еще остается ощущение настоящего путешествия. Море, горы, старые города и сравнительно недорогой отдых. Ради этого сюда точно стоит приехать хотя бы один раз.